Всем здравствуйте, с вами Татьяна. В сегодняшнем видео я хочу рассказать и показать, как я вязала вот такие вот тапочки-следочки, полностью связанные спицами, лицевыми петлями. На размер они у меня будут 38-39. Значит, для вязания я взяла спицы номер 2,5. Пряжа у меня в 100 граммах 225 метров. Если взять пряжу в 100 граммах, например, 240-260 метров, то размер у вас уменьшится, 37-38 будет. Вязать я буду, вот сначала отвяжем верхнюю часть, потом сделаю обвязку вот по верхней части. У меня вот это раз трехцветная вот такая вот косичка. Далее перехожу к подошве, провяжем подошву. Подошва у меня уплотненная. Перешла на заднюю часть, пятку провязала вот и сделала, как всегда, вот тут у меня двойная такая вот обвязка. Значит, сразу скажу, все вяжется лицевыми петлями. Сейчас по схеме, по узору также пройдусь. Узор меняется только по лицевой стороне. По изнаночной стороне мы будем вязать все по узору лицевыми петлями без изменений. Кто со мной вязал таким методом следки, те уже в курсе, как они вяжутся. Также отвязанные детали, опять же, все буду измерять в сантиметрах, чтобы легче было вам ориентироваться. Вот столько у меня с моточка осталось, еще где-то маленький моточек есть. Так что вот они, 100 грамм, до 41 размера достаточно будет. Ну вот так вот. Красивые, на ножки сидят хорошо, чем-то на ковер похоже на начало. Так, перехожу далее к вязанию. Сняла с манекена, сейчас я вам замеряю сразу в сантиметрах в готовом виде. Полностью весь следок у меня получился. От начала пятки до конца 24 сантиметра. До пятки, ну 22 до пятой. В ширину это все уже в собранном виде. По мысу, ну, 10, да. Здесь до обвязки почти 9 до обвязки. Опять же, буду вязать сейчас, отвязанные детали буду измерять. Так, и сразу здесь можно замерить высоту мыса, пока не забыла, потом могу об этом забыть. Высота мыса вот у меня 11 получилось, да. Ну, здесь же по одному ряду ушло в обвязку, будем говорить так, да. Так, теперь далее обвязка. Так вот, растягивается хорошо, все хорошо. Вязать я начинаю с мыса. Провяжем мыс, потом боковые стороны, потом обвязка, потом подошва. Значит, сразу красный цвет я размотала на 2 моточка. Почему? Потому что вот здесь узор будет разъединяться. Чтобы не делать большой протяжки, подвяжем отдельные нити. Теперь перехожу к схеме. Сразу пройдусь немножечко по схеме, что я вам здесь нарисовала. Разрисовала вот такую вот схему. Сейчас камеру опущу. Камеру опустила, но теперь не все вмещается. Ладно, сейчас буду сдвигать. Значит, схема. Схему также можно посмотреть на канале в шапке профиля. Есть записи и сообщества. Две такие вот отдельные графы. Там я размещаю схемы, фотографии. Можно там посмотреть схему, взять ее, заскриншотить, скачать. Вот так вот. Значит, смотрите, по схеме. У меня начало 11 петель. Метраж у меня 225 метров в 100 граммах. Если маленький размер на 37-38 и такой же метраж, также вяжите. Если на 240 метраж, 250 метров, можно набрать тогда 13 петель, допустим, да? Вот так. Теперь вот этот вот белый цвет, чтобы я не сбилась, буду рассказывать по схеме, так как я вяжу сейчас. Белые клеточки, это у меня основной красный цвет. Значит, в каждом лицевом ряду, в начале и в конце ряда, я буду делать по одной прибавке, добавлять, расширять мыс. Вот это через ряд я здесь буду добавлять, чтобы закруглить мыс. Я расширю до 27 петель. Потом на боковой части я здесь прибавила по одной петле с каждой стороны еще. Опять же, если размер большой, сделайте 29 петель. Если пряжа метраж 240 метров, допустим, или широкая нога, опять же можно вверх 29 петель добавить. Провяжу сейчас лицевыми петлями, лоточной вязкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядов. 10 вот полных рядов
10 вот таких изнаночных дорожек. Одна изнаночная дорожка — это 2 лицевых ряда по лицевой стороне и по изнаночной стороне, и получается одна вот такая вот изнаночная дорожка, один вот такой вот зубчик. Потом перейду к узору. Очень простой узор, вот такой вот нарисовала, что придумала. Зеленый цвет, белый цвет, зеленый, понятно, красный и белый. Далее провязала высоту 26 изнаночных вот этих вот дорожек. Опять же, маленький размер, можно провязать меньше. Ну, я рассчитывала узор на это количество рядов. Перехожу на боковую сторону, продолжила вязать узор. По боковой стороне, боковая часть у меня 13 петель получилось. Было 12, добавила одну, 13. И вяжу длину до 5, до самой. Вот так вот, значит, кто умеет вязать по схеме, можете сразу забирать схему, вязать по схеме. Я сейчас начну вязать, провяжу все самое необходимое, расскажу, как это вяжется, покажу, как это вяжется все. Кто не знает, кто первый раз, допустим. Значит, сейчас обычным способом набираю 11 петель, один ряд провязываю лицевыми, и со следующей стороны, с лицевой стороны, со следующего ряда, то есть, я начинаю делать прибавки. Набираем 11, 1 на спице, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Набрали, узелок завязали. Далее провязываем все петли лицевыми и кромочную последнюю провязываю изнаночной. Здесь я первую петлю также провязала лицевой. Провязываем до конца лицевыми. Так, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Перехожу на лицевую сторону, напротив вот у нас хвостик получается. Теперь лицевая сторона, первую петлю снимаю, следующую петлю провязываю, все вяжем лицевыми. Далее делаю одну прибавку, одну прибавила, вяжем до конца, не довязывая 2 петель, сделаю опять одну прибавку. Было 11, получится у нас 13 петель. Осталось 2, опять одну прибавила, кромочную провязала изнаночную. Теперь изнаночная сторона без изменений мы вяжем, все провязываем лицевыми. Потом, когда будем вязать узор, точно так же узор у нас будет меняться по лицевой стороне, по изнаночной стороне мы будем вязать все по узору лицевыми петлями, каждый цвет над своим цветом, без изменений. Ни узор не будет меняться, ничего, в общем, все по узору будет провязываться, все лицевыми петлями. Так, провязали до конца. Следующий ряд опять проделываем все то же самое. Переходим на лицевую сторону. В начале и в конце ряда делаем по одной прибавке, расширяем мыс, так провяжем 10 рядов, как я уже сказала, и перейду я к узору. Опять 2 петли, кромочная и лицевая, одну подтянули, сделали прибавку, вяжем до конца ряда. И в конце ряда также сделаем одну прибавку. Так, провяжу сейчас 10 полных рядов, к вам вернусь. Провязала я 10 изнаночных дорожек. Сейчас у меня на спице 25 петель. Вязала согласно схеме, смотрите. До начала узора провязала. Не забываем, что вот 21 петля, ряд провязали без прибавки. Далее через ряд я делаю прибавки. Здесь 23, здесь 25. Вот сейчас у меня 25 петель. И средняя петля у меня будет зеленым цветом. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель привязываем основным цветом. У меня красный. Среднюю привязываю зеленым. Все, далее переходим к узору. Теперь у нас сейчас зеленый цвет здесь будет разъединяться, идти на 2 стороны. Поэтому я вот сразу отмотала одну такую вот нить подлиннее, 2 метра, наверное, чтобы она пошла на ту сторону, один клубочек. Потому что здесь всего лишь по одной петле будет, много пряжи не уйдет. Провязываю 12 петель красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Среднюю петлю провязываю зеленым.
Я ее тут перекрутила, чтобы узлов не делать. Одна нитка пойдет направо, а одна налево. Одну петлю провязали. Далее опять красный цвет. Перебросила нити. Продолжаем оставшиеся петли до конца ряда. Довязываем красным основным. Этот ряд у нас без прибавки. В следующем ряду у меня будет последняя прибавка в лицевом ряду. И 27 петель будет у меня всего лишь. Довязали ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. Провязываем все лицевыми. Первую снимаем, оставшиеся все петли провязываем лицевыми. Так, теперь нити здесь перебрасываем. Зеленый цвет провязали зеленым. Подтянули здесь первая петля. Опять перешла на красный цвет. Провязываем до конца. Опять все лицевыми красным. Все довязываем ряд до конца. Вот одна сюда идет, другая сюда. Перешли на лицевую сторону. Первый полный ряд узора мы закончили. Значит, первая петля. Теперь второй ряд узора у нас идет. И последняя прибавка. Опять я вместе с прибавкой считаю вместе с кромочной. Провязываю 12 петель. Первая на спице. Вторую провязала. Последнюю прибавку сделала. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. 9, 10, 11, 12. Провязали. Второй ряд узора. Одна петля зеленым. Одна зеленым. Далее одна белым. Подвязываем белый цвет. Одну петлю белым провязали. Одна зеленым. И одна красным. Здесь расстояние маленькое, поэтому я еще красный цвет пока еще протягиваю с одного клубочка. Сейчас у нас будет количество петель здесь увеличивается в следующем ряду, и я уже разные клубки красные подвяжу. Так, все, далее продолжаем вязать до конца ряда основным цветом. В конце ряда делаем одну прибавку. Нити желательно перебрасывать в одно направление, то ли с-под низу, то ли сверху, например. Вот если вы вяжете лицевую сторону, там с-под низу протягиваем, перешли на изнаночную сторону, сверху перебрасываем. Так, сделала последнюю прибавку. Все, переходим на изнаночную сторону, опять вяжем все лицевыми петлями до конца ряда. Каждый цвет провязываем над своим цветом. Довязали до середины. Теперь зеленый над зеленым, белый над белым. Нити подтянули здесь, провязали зеленым, петля зеленым, зеленым, теперь белым, далее провязали опять белым, нити перебросила я, провязала белым, и опять вот у нас тут зеленый цвет, провязали зеленым, далее оставшиеся петли до конца довязываем основным цветом, сильно здесь не затягивайте, чтобы не было стянуто потом узор. Все, довязываем ряд лицевыми красным. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд узора у нас по лицевой стороне. Все, прибавок больше нету. Первые 11 петель провязываю основным цветом. Сейчас я вот с вами еще немножко повяжу, а там уже далее будем по схеме вязать самостоятельно, потому что схема очень простая. Все вяжется симметрично в разные стороны, только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали по схеме 11 петель у нас. Далее одна зеленая клеточка, одна клеточка, значит это одна петля. Провязываем одну петлю зеленым. Провязали. Далее у нас 3 белым. Нити вот здесь вот так вот перебрасываю, подтягиваю. 3 белым. Опять одна зеленым. Все симметрично. Вторая нитка у меня зеленая. Поднимаю ее. Провязала. Теперь протяжка будет большая. Я красный цвет подвязываю второй клубочек.
Подвязала вторую нить, и до конца оставшиеся петли я продолжаю вязать все основным цветом. Это у нас третий ряд. Довязываем ряд до конца, и по изнаночной стороне полностью все петли провязываем лицевыми по узору, каждый цвет над своим цветом. Так, третий ряд это лицевая, и по изнанке довязываем. Перешли, провязываем изнанку. Еще раз вернулась к середине, изнаночная сторона. Пройдусь, кто пропустил, перебросили петли, каждый цвет над своим цветом. Красным провязали, далее зеленый над зеленым, опять петли, нити поменяла, то есть петли, говорю. Далее у нас идет 3 белым, провязываем белым. Далее зеленый цвет, одна петля зеленым провязали, нити перебросила. Далее красным подтянула здесь. Все довязываем до конца. Все, опять каждый цвет над своим цветом провязали. Заканчиваем третий ряд по изнаночной стороне. Перешли на лицевую сторону. Четвертый ряд узора у нас по лицевой стороне. И первые 10 петель провязываем основным цветом вместе с кромочной. Лицевыми первые снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. Одна петля зеленым. Идем по схеме. Одна клетка зеленым, значит одну петлю зеленым провязали. Далее в середине у нас 5 петель белым. Теперь перебрасываем здесь нить. Перекрутила нить, 5 петель белым провязываю, лицевыми 5 петель. Одна зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Одну зеленым провязали. Далее петли, да что я петли, эти нити перебросила. 2, 4, 6, 8, 10. Также 10 петель довязываем до конца ряда лицевыми петлями. Кромочную провязываю изнаночной. И по изнаночной стороне возвращаемся в начало ряда. Все петли провязываем по узору, каждый цвет над своим цветом. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд узора. Продолжаем вязание. Вяжем все по схеме. Смотрите, теперь у нас, где он? Вот пятый ряд теперь мы вяжем, да? Пятый ряд. Вначале точно так же провязываем. Теперь у нас 5 петель. В каждом ряду убавляется на одну петлю. Сдвигается вот узор. Довяжем вот до середины. Потом у нас идет в обратном направлении симметрично все. Значит, сейчас провязали 5 петель основным цветом. Одна зеленым, 3 белым. И середина опять у нас повтор. Зеленый цвет. Опять новая. Нет, новую нитку подвязывать не буду. Одна зеленым. И симметрично все то же самое продолжаем. Здесь вот рисовала как можно, чтобы было проще, но тем не менее выглядит хорошо. Значит, сейчас что мы сделаем? 2, 4, 6, 8, 9 петель провязали основным цветом. Далее опять у нас по схеме одна петля зеленым. Далее смотрим схему, смотрите. 3 клеточки, 3 петли. Перебросили нить, 3 белым провязали. Потому что схема очень большая, и каждый ряд это просто физически сложно. Это несколько часов на видео у меня займет. 3 белым провязали. Теперь далее у нас средняя петля идет зеленым, перебросили, зеленым провязали. Теперь одна белым, опять симметрично повтор у нас, что было справа, теперь провязываем слева. Опять 3 белых провязали. 1, 2, 3. Одна зеленым. Опять ниточки перебрасываем здесь, перетянули. Одну зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Изнаночную сторону мы всю вяжем без изменений по узору. Так, довяжем до конца. Сейчас провяжем высоту мыса по схеме. 26 у меня рядов будет. В конце я к вам сейчас вернусь.
Как провязывать этот узор, я вам показала. Схему разрисовала. Сейчас еще напишу, что это авторская схема. Значит, девочки, теперь вернулись на изнанку. Провязываем все по лицевой стороне для тех, кто вяжет первый раз. Далее продолжаем вязать все по узору. Довяжу вот 26. Заканчивается у меня вот здесь вот узор. К вам здесь вернусь и пойдем половинки эти вязать, боковые стороны. Так, довяжем мыс, встретимся. Закончила вязать я мысок, провязала 26 вот таких изнаночных дорожек, точно так же, как у меня на схеме нарисовано. Пришла в начало ряда, в последнем ряду, в начале и в конце ряда я сделала по одной прибавке, чтобы боковая сторона была немножечко шире. Значит, сейчас я буду вязать сначала правую сторону провяжу, потом левую сторону провяжу. Средние 3 петли я взяла на булавочку запасную. Значит, здесь у меня получается осталось 2, 4, 6, 8, 10, 13 петель. На 13 петлях буду вязать боковую сторону. Вот это вот крестики у меня, это кромочная петля. Далее продолжаем, сейчас будем вязать все точно так же, тем же методом, по схеме. Узор, в принципе, очень похож. Значит, теперь что еще хотела сделать? Замерить в сантиметрах. Вот такая вот изнаночная сторона у меня получилась. Вроде бы ничего не затянуло. Здесь вот один хвостик. С помощью крючка под петельками его протянем, эту ниточку, запрячем этот хвостик. Теперь в ширину в сантиметрах, ну, почти 9, 8,5, побольше немножечко. И высота. Высота здесь... Вот отсюда, откуда померить? Вот почти 11. Ну, там уже на манекене был растянут, я мерила 11 было. Вот он 10,5 выходит, да? Угу. А на манекене растянулся был 11 в готовом виде. Значит, продолжаем вязать боковую сторону, правую боковую сторону продолжаю вязать. Теперь, что у нас здесь по схеме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель провязываем сейчас основным цветом. Далее 1 петля зеленым, 1 белым и кромочная. Кромочную провязываем тем цветом, каким цветом последняя петля нашла, предпоследняя, то есть тем же цветом провязываем и кромочную. Значит, 10 петель сейчас я провязываю основным цветом. Нитки так здесь все остались, зеленая, белая на этой стороне, а здесь только зеленая, красная. Я взяла маленькие короткие спицы, чтобы было удобнее. Вместе с кромочной считаю, первую сняла, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 провязали. 1 зеленая. Нити перебросила здесь. Одна белая подтянули. И кромочную провязываю изнаночной. Все, первый ряд провязали боковую сторону. Далее продолжаем вязать по схеме. Изнаночную сторону мы точно так же, как и на мысе, вяжем все по узору. Каждый цвет над своим цветом. Провязываем первый ряд по изнанке, заканчиваем. Белым провязали, зеленым провязали. Далее красным довязываем ряд до конца. Перешли на лицевую сторону, следующий второй ряд, опять продолжаем вязать по схеме. Теперь у нас здесь было 10 петель, теперь сдвигается здесь узор, получается у нас 9 петель основным цветом, опять 1 зеленая, 2 белым и кромочная. Продолжаем вязать. Первую опять снимаю, вместе с кромочной 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее опять смотрим схему, вяжем по узору. После 9 петель основным цветом 1 петля у нас по схеме идет зеленым цветом, провязали. Далее 2 петли у нас идет белым цветом, провязали, и 1 кромочная. Все, провязали.
У нас второй ряд, заканчиваем его по изнаночной стороне. Опять все то же самое. Первую петлю снимаем, все петли провязываем без изменений по узору, каждый цвет над своим цветом. Значит, сейчас я так буду вязать по схеме. У меня всего в высоту будет 25 полных рядов, 25 изнаночных дорожек у меня получилось. Значит, вы опять ориентируйтесь по своему размеру. У кого-то, может быть, будет больше, у кого-то меньше. Так, довязали изнанку, перешли на лицевую сторону. Ой, петля слетела. Перешли на лицевую сторону. Там и первый провязала, второй провязала, третий ряд. Опять все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На одну петлю уменьшается. Вяжем. Провяжу я вот эти вот два узора, и плюс еще один у меня ряд будет основным цветом. В конце всего у меня будет 25 без изменений. Вот так вот по узору довязываю, к вам вернусь, закрою петли и точно так же в симметричном порядке провяжем потом вторую сторону. Так, вяжем боковую сторону. Провязала я длину до пятки, 25 изнаночных дорожек у меня в сантиметрах. 10 сантиметров, вот так вот. Теперь далее закрываем петли. Ширина чуть больше 4. Закрываем петли и перейдем на вторую сторону. Я закрываю, первую сняла, одну петлю провязала и протянула через предыдущую. Так более эластичный край получается. Одну провязала лицевой и протянула. Ой. Закроем все петли. Так, петли закрыли, перешли на вторую сторону. Теперь точно так же провязываем вторую сторону, только наоборот, в зеркальном отражении вяжем. Одна кромочная, одна белая, одна зеленая, и оставшиеся петли до конца провязываем красным. 3 петли у нас посередине на запасной булавке. Так, первая у нас кромочная, я здесь ее провяжу, нитку закрепила. Далее одна белая, одна зеленая, одна зеленым цветом провязали, и оставшиеся петли до конца провязываем красным. Далее все точно так же, можно даже без схемы просто смотреть на эту сторону и вязать точно так же противоположную сторону. Довязали ряд до конца. По изнаночной стороне мы также все провязываем по узору. Перешли на изнаночную, ой, господи, извините, на изнаночную сторону. Провязываем опять все лицевыми петлями, перебрасываем нити, меняем здесь цвета, каждый цвет над своим цветом, как мы вязали весь следок. Продолжаем вязать вторую сторону. Так, зеленый над зеленым, белый здесь над белым провязали, кромочную провязала изнаночной. Теперь что у нас далее по схеме? Второй ряд, это мы первый провязали. Второй ряд, 1, 2, 3, 3 белых, одна зеленая и остальные красным. Вот так вот я смотрю схему, по одной клеточке вам рассказываю. Поэтому рядов очень много. Схема простая, оставила. Самостоятельно вяжем. Необходимое вам показала. Так, вяжем дальше. Опять у нас вместе с кромочной 3 лицевых белым. Далее что у нас идет? Одна зеленая. Зеленую провязали, подтянули, опять красный цвет подняли, и оставшиеся петли до конца довязываем красным цветом. Значит, провяжем точно такую же длину, как мы вязали на правой стороне. Закроем петли, нить красную не обрезаем и белую. Я к вам вернусь, будем делать обвязку.
Закончила вязать вторую половину, закрыли петли. Теперь далее подвязала белый цвет. Он у меня, в принципе, здесь был. Я по изнанке протянула ниточку. И сейчас буду делать обвязку белым цветом. В длину вот эта вот деталь у меня получилась. Сколько в сантиметрах? Сейчас замеряем. 21. Сейчас у нас будет, когда идти обвязка, здесь еще добавится один ряд. Значит, далее. Сейчас я по всему верху наберу петли. Один ряд провяжу белым лицевыми петлями. Далее провяжу вот такую трехцветную косичку. И потом еще несколько рядов провяжем платочной вязкой лицевыми петлями. Косичку я буду делать обвязку, вязать на спицах номер 3. Белым цветом я петли набираю с помощью крючка. Мне так удобней. Можно набирать спицы, кому удобно. Так, последняя петля на спице. Одну захватила. Набираю петли. Ввожу крючок под 2 дужки. Вот. Захватила ниточку, набрала. Значит, до мыса, вот эта вот сторона боковая, у меня будет 51 петля. 25 вот эта вот часть до разъема, и здесь 26 петель, 51 по мысу 11, и по второй стороне, естественно, тоже 51. Всего 113 петель у меня будет. Значит, белым цветом набираем петли и по изнаночной стороне весь ряд провяжем лицевыми, а потом будем вязать косичку. Провязали один ряд по изнаночной стороне лицевыми петлями, перешли на лицевую сторону. Далее я буду вязать косичку. 3 цвета у меня: белый, зеленый, красный. Подвязала еще зеленый. С лицевой стороны я начну вязать косичку. Так, первый ряд. Сейчас я выстрою эти цвета: красный, белый и зеленый. В такой последовательности они у меня будут идти. Значит, первую снимаю, вяжем лицевыми петлями. Одна петля красным, далее одна белым, протягиваю нить под ниткой, перебрасываю. Одна зеленым, опять под низом вот провела. Далее повтор. Одна красным, опять берем первую нить и под нитями провожу. Получается, что вот эти вот нити сверху, да, под низом провела. В одном направлении протягиваем нить. Одна красным, одна белым, одна зеленым. И так провяжем все петли. Опять повтор. Одна красным, одна белым, одна зеленым. Провяжем все петли до конца. Лицевую сторону довязали ряд до конца. Теперь перехожу на изнаночную сторону, второй ряд, вяжу лицевыми петлями по изнаночной стороне, каждый цвет над своим цветом провязываю, и точно так же нить протягиваю снизу под нитками. Так, значит, что у нас здесь идет? Первая зеленая, провязали лицевой, сильно не затягивайте. Далее белый цвет, лицевой
провязали белую, красную также провязываем лицевой. И опять повтор. Зеленый цвет, ниточку, вот она самая первая у нас осталась. Под двумя красными белыми проводим свободно. Свободно, сильно не затягивайте, просто белый цвет. Опять провели, провязали лицевой. И так весь ряд красный. Опять первый красный цвет протянули под нитками, провязали зеленый, протянула, провязала белый, довязываем ряд до конца. Провязали второй ряд по изнаночной стороне, закончили. Далее третий ряд, это последний ряд, лицевая сторона. Все петли провязываем изнаночными, каждый цвет над своим цветом. Так, сняла нити, теперь перевела вперед. Первая у меня красная, провязала изнаночной. Далее белая, опять нить под низу провела, изнаночной провязала зеленая, изнаночная, красная, провязали изнаночная, белая. И так по порядку нить протянула под низом. Опять зеленый цвет, нить провели, провязали изнаночной, красную провязали изнаночной. Так провяжем до конца ряда. Белая провязали изнаночной. Довязываем ряд до конца. Довязали по лицевой стороне третий ряд. Все, косичка у нас закончена. Последнюю кромочную, эти петли я нитки завела назад 2. И здесь я провяжу изнаночной белым. В предыдущих рядах я провязывала кромочную, как вы видели, 3 цветами. А здесь белым одним все. Нити оставила за работой. Но у меня здесь нити как раз закончились. Поэтому вот так вот у меня получилось. Теперь далее белым цветом по изнаночной стороне я провяжу 2 ряда изнаночными петлями. Значит, сейчас все петли провязываю по изнанке изнаночными, и по лицевой стороне провяжу 1 ряд белым изнаночными. Провязываем 2 ряда изнаночными петлями белым цветом. Ой. После того, как я провязала 2 ряда белым цветом, все. Теперь далее я буду вязать только красным цветом, остальные цвета можно обрезать. Платочной вязкой я провяжу, в итоге у меня будет 1, 2, 3 изнаночных вот таких дорожек еще провяжу, а потом перейду на подошву. Значит, сейчас я по изнаночной стороне начну вязать изнаночными петлями, потом перейду на лицевые. Так провяжу еще полных 3 ряда в высоту. Все, далее провязываем основным цветом. Сейчас провяжу высоту, замерю это вам все в сантиметрах, сколько у меня получится. Так, провязываем платочной вязкой. Закончила делать обвязку. Теперь далее перехожу к подошве.
Вот от белого 2,5 сантиметра у меня в ширину получилось. Далее подошву я продолжаю вязать также на спицах номер 3. Потом, когда я подойду к пятке, я пятку буду вязать на спицах номер 2,5. Значит, боковую часть сейчас я эти петли провязала. Можно нитку отрезать, подвязать сюда. На средних 11 петлях я начну вязать подошву. Расширю до 15 и потом буду уплотненную вязать со снятыми петлями. Значит, сейчас я буду вязать платочной вязкой. Средние 11 петель провязала лицевыми. Перешла на изнаночную сторону. Опять провязываю эти петли лицевыми. Первую снимаю. До конца ряда провязываю лицевыми. И по лицевой стороне я начну делать первую прибавку. Сделаю. Потом по изнаночной. Провязала, развернулась, опять первую сняла, провязываю оставшиеся 10 петель, всего 11, одну петлю добавляю с боковой спицы, расширяю 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12 добавила с боковой спицы. Провязала лицевой, подтянула здесь хорошо, развернулась на изнаночную сторону, провязываю все петли лицевыми. Так, провязала по изнанке до последней петли. И точно так же одну петлю с боковой спицы провязала лицевой петлей, подтянула, перешла на лицевую сторону, опять первую петлю снимаю, оставшиеся петли провязываю лицевыми и с боковой спицы добавляю одну петлю, расширю до 15. Если широкая нога или размер большой, можно 17 добавить, если 17, если размер маленький, можно 13 оставить. Но это я при своем этом метраже. Расширяем. 15 петель у меня на спице. Далее вяжу, первую петлю снимаю, одна петля лицевая, одну петлю снимаю не провязывая, одна петля лицевая, одну петлю снимаю не провязывая, так до конца ряда. И последнюю кромочную буду соединять с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязывать. Одну сняли, одну провязали лицевой, одну сняли, одну провязали лицевой, одну сняли, одну провязали лицевой, сняли, провязали, и последняя петля осталась, и петля с боковой спицы 2 вместе соединяю лицевой петлей. Развернулась на изнаночную сторону, все петли провязываю изнаночными. Первую снимаю до последней, последнюю соединяем, провязываем все изнаночными, довязали до последней петли, соединяем последнюю петлю, петлю с боковой спицы по изнанке, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Подтянули, все, перешли на лицевую сторону, опять первую снимаем, вяжем со снятыми петлями. Кромочную снимаю, далее одна лицевая, в каждом ряду вяжем одинаково по лицевой и по изнаночной стороне. Одна лицевая, одну петлю я снимаю не провязывая, одна лицевая, одну петлю снимаем не провязывая. Так вяжем до конца ряда, а по изнаночной стороне все петли мы провязываем изнаночными. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну провязали, и здесь 2 вместе соединили. Все,
Развернулись, первую снимаем, все оставшиеся провязываем изнаночными петлями по изнаночной стороне и кромочную соединяем 2 петли вместе, провязываем изнаночные. Значит, буду вязать подошву, пока у меня не закончатся все петли, до конца довяжем и встретимся, я к вам вернусь, пойдем вязать пятку. Закончили соединять петли подошвы, теперь далее перехожу к пятке. Я, значит, сейчас по боковым сторонам с каждой стороны подниму петли, вернусь и буду продолжать вязать на 15 петлях пятку. Смотрите, сейчас сразу скажу, также со снятыми петлями укрепленную я вот провяжу несколько рядов, потом вот где у меня начинается платочная вязка с боковой стороны, я по пятке также перейду на лицевые петли и буду продолжать вязать до верха платочной вязкой заканчивать. Значит, вот так вот сейчас по боковой стороне набираю петли, да, вот не довязывая 10 рядов, я перешла опять на спицы номер 2,5. Значит, сейчас вот здесь, чтобы была аккуратно у нас боковая сторона пятки, и поэтому я вот поднимаю петельки, опять же, под двумя дужками с помощью крючка подняла петлю, и по изнаночной стороне я эти поднятые петли провяжу лицевыми, и точно так же потом наберу на второй стороне. Так, поднимаем. Всего я подняла 18 петель. Теперь по изнаночной стороне провязываю лицевыми. Средние петли подошвы, которые у нас были, мы провязываем по узору, то есть изнаночными петлями. Так, подождите, здесь мы сейчас ниточку так вперед перебросим. Провязываем эти 2 спицы. 18 провяжу лицевыми, средние 15 провязываю изнаночными по узору. И точно так же набираю на второй стороне и возвращаюсь по лицевой стороне уже изнаночными петлями. Провязали вторую сторону, набрали петли. Теперь переходим далее к пятке. На 15 петлях продолжаю вязать пятку. Значит, длина у меня вот после обвязки подошва, вот она начинается немножко, так вот, 22 сантиметра. Растянули до 25, можно растянуть в ширину. Подошву я вязала укрепленную со снятыми петлями, она как резинка получается, поэтому она вязание немного стягивает. В процессе носки это все растягивается. Значит, далее 15 средних петель также продолжаю вязать, как вязала подошву. Первую снимаю, оставшиеся до последней петли провязываю по узору и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой. Ой, не то сделала. Одну сняли, одну провязали, одну сняли, одну лицевой провязала, предпоследняя лицевая и последняя кромочная и петля с боковой спицы соединили, 2 вместе провязали. Развернулись на изнаночную сторону, по изнанке мы вяжем изнаночными петлями. Первую снимаем, оставшиеся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 петля и петля с боковой спицы, 2 вместе провязала изнаночной. Значит, продолжаю так вязать, довяжу вот до начала платочной вязки, там перейду на лицевые петли. Так, довязала я, вот начинается у меня далее боковая часть платочная вязка,
И я сейчас по пятке перехожу на лицевые петли с изнаночной стороны. Сразу начинаю, продолжаю, то есть вязать теперь лицевыми петлями платочной вязкой. Так я буду вязать до самого конца. В конце пятки, не довязывая по бокам, у меня останется по 9 петель. Я начну делать убавки. Убавлю до 7. До 7. Всего у меня в конце вязания по пятке останется 7 петель. Для лучшей посадки на ногу и чтобы не был сильно широкий верх. Значит, сейчас продолжаю вязать лицевыми. Довязываю до конца. И теперь я последнюю петлю и петлю с боковой спицы, 2 вместе, буду провязывать по изнаночной стороне. Вот лицевой петлей соединила. Нить за работу. Теперь продолжаем. Первую снимаем. Далее опять все до конца довязываем лицевыми. Последняя петля. Петля с боковой спицы, 2 вместе соединила лицевой. Нить вот так вот перевела я сюда. Первую снимаю. И продолжаю вязать лицевыми. Продолжаем вязать пятку. Начинаю делать убавки. Убавки буду делать через 3 ряда. Первую снимаю. Далее 2 петли провязала вместе в начале ряда. До конца ряда опять вяжу я лицевыми. И точно так же убавлю 1 петлю в конце. Так что у нас здесь осталось вот 3 петли. 2 петли провязала вместе. И последнюю соединила с петлей с боковой спицы. Опять соединили все. Теперь развернулась, провязываю изнаночный, лицевой, изнаночный и опять делаю убавку. Оставим 7 или 5 петель, смотря какая у вас ширина вот ноги, размер. По размеру у меня будет 7 в конце. Значит, продолжаем сейчас вязать, довяжем до конца, закроем петли и потом сделаем обвязку. Закончила вязать пятку, закрываю петли. Теперь сразу подвязала белый цвет, по 2 петли вместе закрыла, и последнюю петлю я закрываю белым сразу, потому что буду обвязку первый ряд делать белым. Все. Теперь что у нас здесь получилось? Вот такой вот верх. Так, красный цвет у нас остается. Средние 3 петли я взяла сразу на спицу. Теперь на спицах номер 2,5 я продолжаю делать обвязку. Смотрите, я наберу сейчас по всему верху на 4 спицы. 64 петли у меня вышло на мой размер. У вас может быть чуть меньше, если вы вязали меньший размер. Наберу белым. Первый ряд провяжу все изнаночными. Далее перейду на красный цвет и буду вязать 12 рядов лицевыми петлями. Внутреннюю часть 6-го ряда я провязала белым цветом и перешла на спицы на полномера меньше, на спицу номер 2 внутреннюю часть провязала. Вот так вот. А потом закроем петли. Значит, сейчас белым цветом набираем. Крючком под крайнюю дужку, под крайнюю косичку ввожу крючок и вытаскиваю ниточку. Вот все, набрали петлю и на спицу. Кому удобно, можно это все делать спицей. Захватили, набрали. Продолжаю набирать петли, дошли до середины, вот средние петли провязываю лицевыми. 3 петли у меня, и плотненько подтягивайте, чтобы не было дырочки. 1, 2, 3 провязала и продолжаю далее набирать.
Все, перешли на вторую сторону, набираем петли. Еще раз повторю, первый ряд провяжу все изнаночными, далее провяжу 12 рядов по кругу лицевыми петлями, вяжем. Провязала я высоту 12 рядов в сантиметрах, 3 сантиметра у меня. Теперь далее выворачиваю вот этот вот отворот на изнаночную сторону, разравниваем все и с помощью крючка подвязываем к слитку. Так, первая петля у нас будет на крючке, снимаем петлю со спицы, подхватываем петельку, вот изнаночные такие петельки сразу под кромкой проходят, подхватываем эту петельку. Это у нас самый первый вот белый наборочный ряд у нас был. Вот эту вот петлю я подхватываю и соединяю. Раз протянула, второй раз протянула. Сильно туго не затягивайте. Итак, присоединим все петли со спицы к слитку. И на этом будет все. Раз, еще раз. Сняла и подвязала. Все, вот так вот выйдет. А у меня на этом сегодня все. С вами буду прощаться. Всем спасибо за оставленные комментарии, лайки и подписки. Всем пока-пока, до новых встреч.